Ржавчина и известковый налет на поверхности ванны не только портят ее внешний вид, но и вызывают у владельца сантехнического изделия непроизвольное чувство брезгливости и отвращения. И только своевременное удаление нелицеприятных пятен позволит получать от водных процедур не только физическое, но и эстетическое наслаждение. Для многих современных людей уход за ванной подразумевает собой ее ополаскивание после принятия душа или стирки, и если бы вода из крана была идеально чистой, этого вполне могло бы хватить, однако именно она является основным фактором загрязнения сантехники из-за высокого содержания в ней всевозможных примесей, чрезмерной жесткости или ржавых систем водоснабжения. Важным критерием отбеливания загрязненной ванны является материал, из которого она изготовлена. Некоторое время назад большой популярностью пользовались чугунные ванны, основным преимуществом которых была способность длительное время поддерживать высокую температуру воды. Сантехнические изделия из чугуна востребованы и по сей день благодаря своей доступности, низкой стоимости и долговечности. Конкуренцию им, пожалуй, составляют лишь стальные резервуары, важными плюсами которых считаются сравнительно малый вес и огромное разнообразие форм, размеров и конфигураций. И чугунные, и стальные купальные сосуды имеют эмалированное покрытие, которое со временем приобретает сероватый оттенок, становится невзрачным и совершенно непривлекательным. К счастью владельцев ванн из стали и чугуна, эмалевое покрытие легко выдерживает серьезные химические и механические атаки, что позволяет использовать самые разнообразные средства и способы его отбеливания. Для возвращения чугунной и стальной ванне первоначальной привлекательности можно использовать как чистящие средства на основе соды, к примеру, Пемолюкс или Комет, так и проверенные народные материалы, которые доступны любой современной хозяйке. Пищевая сода эффективно устраняет неприятные запахи и очищает загрязненную поверхность от жирных пятен. Пищевой уксус способствует растворению известкового налета и удалению ржавчины с эмалированной поверхности ванны, а также уничтожает болезнетворные бактерии и микробы. Кальцинированная сода – сильная щелочь, быстро и качественно удаляющая застарелые пятна, въевшуюся желтизну и известковый налет практически с любой поверхности. Использовать эти средства можно как по отдельности, так и в комплексе. Например, справиться с сильными загрязнениями на поверхность чугунной или стальной ванны под силу смеси из соды и уксуса. В чистой пластмассовой емкости соедините 2 ложки пищевой соды с таким же количеством кальцинированного продукта. Обработайте получившимся составом предварительно смоченную эмаль, а через 15 минут нанесите на загрязнение уксус. По истечении получаса сполосните ванну проточной водой. Отличный отбеливающий эффект дают кальцинированная сода и стружка хозяйственного мыла, взятые в одинаковых пропорциях и слегка разбавленные небольшим количеством жидкости. Кашицеобразный отбеливатель собственного приготовления следует нанести на эмалированную поверхность ванны, а через час хорошенько смыть чистой водой. Все мероприятия по очистке сантехнического изделия проводите в специальных перчатках, способных надежно защитить кожу рук от агрессивных компонентов чистящих средств. Вернуть белизну стальной или чугунной ванне можно с помощью слегка подогретого уксуса, смешанного с солью. На 6 столовых ложек уксуса 2 столовые ложки соли. Чистящее средство наносится с помощью поролоновой губки на ржавое пятно, желтые подтеки или участок, пораженный известковым налетом. Оставляется на 15-20 минут и смывается теплой водой. Устранить покрывший эмалированную поверхность ванны грязно-серый налет, который неизбежно появляется в процессе длительной эксплуатации сантехнического изделия, можно с помощью белизны или любого кислородного отбеливателя. Наполните ванну горячей водой, добавьте 100 мл отбеливающего средства и оставьте на ночь. Утром достаточно лишь слить жидкость и сполоснуть поверхность ванны чистой водой.
Если вы решили использовать для мытья ванны профессиональное средство, обязательно соблюдайте рекомендации, прописанные в приложенной к нему инструкции, и не пренебрегайте применением принадлежностей для защиты рук, глаз и легких. Отбеливание акриловых ванн кардинально отличается от чистки чугунных и стальных сантехнических изделий. Так крайне не рекомендуется использовать в процессе ухода за акриловыми поверхностями средств на основе соды. Дело в том, что от воздействия абразивных частиц акрил может деформироваться и покрыться микротрещинами. Также довольно опасно пытаться отбелить акриловую ванну средствами на основе хлора, всевозможных кислот и щелочей. Если загрязнения на поверхности акриловой ванны незначительные, попробуйте избавиться от них с помощью обычного мыла или моющих средств, имеющих кремообразную или гелеобразную консистенцию. Если же вернуть первоначальную привлекательность, чистоту и блеск покрытию с помощью щадящих составов не удалось, вооружитесь специальными средствами, предназначенными для ухода за акриловыми поверхностями, таких как сиф, акрилан, акрилполиш и другие. Если профессиональных средств под рукой не оказалось, воспользуйтесь народными методами отбеливания акриловой ванны. В 1 литре воды разведите сок 1 лимона и 200 мл уксуса. Хорошенько перемешайте ингредиенты, перелейте получившийся раствор в емкость с пульверизатором. Закупорьте слив ванны. Равномерно распределите моющее средство по внутренней поверхности сантехнического изделия. Оставьте на полчаса для проникновения раствора в труднодоступные места и расщепления грязи, а затем ополосните ванну холодной водой и обработайте акриловое покрытие средством для мытья посуды с помощью мягкой губки. Если отбеливание от акриловой ванны в домашних условиях вы собираетесь проводить впервые, протестируйте выбранное средство на небольшом участке поверхности во избежание нежелательных последствий и постарайтесь не запускать ситуацию. Регулярный уход за сантехникой непременно избавит вас от возникновения множества проблем и дополнительных расходов.